Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очень выдался теплый денек. Сегодня будем подстригать деревья. Получается, сейчас у нас где-то градусов 18. Ветерок дует, ну такой слабенький, можно сказать. Давайте начнем с черешни. Смотрите, она уже, я вот с ней стою, она выше моего роста. Даже если она будет расти все выше, они могут достигать там вообще ведь 10 метров. У меня вот здесь стояла старая засохшая вишня, черешня. Так она вообще, получается, там было что-то метров 7. Но вот как вот с таких черешней вы будете обрабатывать ее, собирать урожай, поэтому это будет очень довольно накладно. Это первое. Второе. Мы вот его посадили, там корневая система есть. Ну, в питомниках обычно их выкапывают, половина корней, там, допустим, 30-50% корней все равно остаются в грунте, повреждены, сломанные. И получается, у нее корней мало. Но когда у нее было нормальное количество корней, она вот выросла вот до такого состояния. Соответственно, сейчас корней мало. И что у нас получается? Сейчас распустится вся ботва. Листья, веточки появятся, и корневой системы будет не хватать питания всего этого дерева. Поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно, соответственно, его укоротить до нужного нам размера. Кому как. Кому нравится как дерево, тот может его формировать как дерево. Кому нравится как чашевидные, тот делает чашевидные. Есть система вообще КГС, оно там типа 30-40 сантиметров и уже обрезаются и пошло дальше. Поэтому, ну, мне больше нравится система вот эта КГС, либо чашевидная. Потому что можно будет хотя бы и обработать всякими, можно сказать, от вредителей. Плюс удобно будет собирать. Но у черешни есть такая ситуация, то что она, в принципе, видите, как растет все время, получается, вверх, стремится вверх. Она не будет расти вот как персики, там, даже яблоня может расти, а вот черешня она так не будет. Поэтому что мы будем делать? Мы сейчас ее обрежем по почке где-то сантиметров на 60, оставим ей несколько почек, нижние мы ослепим. И в дальнейшем, когда вот будет ветки, это уже более-менее старая, но она еще тоже, видите, подвластна изгибанию. Мы будем ее изгибать на 45 градусов, привязывать, нужное расстояние нам оставлять и будем делать хорошую крону. Есть еще время, сейчас у нас будет подумать, после первой обрезки. Можем мы его, конечно, оставить как дерево, потому что какая-нибудь веточка, да и они практически все будут именно идти вот так вот, как вот здесь и сейчас. Они примерно вот такого плана и идут. Поэтому, ну, все равно мы сейчас обрежем, чтобы в этом году она пустила очень большую корневую систему, не тратив своих сил на большую ботву. Но это, конечно, у нас все замедляет, можно сказать, появление плодов, но ничего страшного, мы подождем, еще пока можем купить, а сейчас будем обрезать. Чтобы удобно было проходить и обрабатывать вокруг деревьев, соответственно, давайте прикинем, насколько можно было ее обрезать. Допустим, смотрите, вот у нас 60 сантиметров где-то вот здесь. Но высокорослые рекомендуют чуть-чуть повыше. Но мы, допустим, вот здесь у нас почка есть, раз, два, 3, 4, 5. Вот есть 6 почек. Ну и где-то возьмем, давайте в этом году, вот на ровно метре мы ее обрежем. Это будет вот как раз вот на эту почечку. Мы ее сейчас обрежем. У нас получится метровый саженец. Здесь он сейчас начнет давать новые почки, веточки. И в следующем году мы уже выберем, какие веточки будем сажать. Обязательно после каждого дерева желательно протирать спиртом, чтобы не заразить другие деревья. Давайте я вам сейчас сверху покажу. Допустим, вот видите, идет почка. Вот если вы, допустим, вот так вот отрежете, вот так отрезать нельзя, потому что у вас получается пенек. Если вы, допустим, вот так вот отрежете под конус к почке, так тоже это делать нельзя.
Поэтому надо делать именно так. Берете, делаете разрез, чтобы не повредить почку. И вот делаете вот так вот обрезик. Когда пойдет отсюда новая веточка, эта кожица вся затянется. Давайте еще вот, допустим, более толстое дерево. Вот, у нас есть почка. Точно так же делаем чуть-чуть наискосок и выше чуть-чуть почки. Где-то на миллиметра 2. И обрезаете. Вот отсюда пойдет расти почка. И это будет все в итоге, когда оно зарастет, все затянется. Поэтому вот такого плана делаем срезы. Давайте посмотрим, что у нас с этой. Вообще мне даже до конца не достать. Она уже, можно сказать, такая стала тоже большая. Ну, что мы с ней делаем? Мы также берем, отмеряем 60 сантиметров. Вот, 60 сантиметров это вот первая веточка. До нее мы берем, все как бы ослепляем. Так, здесь уже ослеплено. 60 сантиметров. Дальше берем, смотрим, что нам понадобится до... Ну, вот где-то 90 у нас вот здесь. Здесь, получается, одна ветка есть, и причем вторая есть тоже. Они уже смотрят в хорошие стороны. А дальше у нас, получается, есть почка, которая вот очень хорошая почка. Возможно, она откроется, пойдет сюда на меня. И вот здесь есть почки. Но мы на всякий случай оставим по 2 почки, посмотрим, какая откроется. И отрежем вот здесь на 95. Берем также секатор, где-то сантиметров 2-3 миллиметра от почки, но делайте это аккуратно, чтобы саму почку не срезать. И отрезаем. Получается у нас такой аккуратненький срез. Бирку мы переносим. Вот такая получилась веточка. Она получается еще хорошая, как саженец. Дальше. Что делаем с этими ветками? Соответственно, они у нас тоже большие. Мы их тоже берем и на почечку, которая будет идти в сторону, обрезаем. Где-то сантиметров 40 мы как раз и оставим на скелетную веточку. Также берем и на почку отрезаем. И с этой веткой, соответственно, тоже смотрим, где есть почка. Вот у нас вот здесь хорошая почечка идет. Очень такая замечательная почечка. И на нее делаем разрез. Что делаем дальше? Дальше, если мы сейчас посмотрим, здесь у нас как бы... Давайте все-таки я вот эту пониже отрежу, потому что она получилась у меня подлиннее. И вот здесь я вижу тоже есть хорошая почечка. Так, держим ветку, которую будем оставлять, чтобы при оскакивании ветки кожа не отошлась. У нее угол где-то идет 60 градусов. Ну вот если вот этот угол, он идет 60 градусов. Нам нужно его сделать где-то 45, где-то вот так вот, чтобы отодвинуть от, можно сказать, штампа. Поэтому нам надо будет... Здесь сделаем завязочку, только так, чтобы она не перетиралась. Можно там, допустим, спонжи какой-нибудь положить, чтобы она здесь кожа не терлась. И завиваем колышек и их растягиваем. Соответственно, новые ветки сейчас пойдут, они тоже будут стремиться расти вверх, пока они молодые. Особенно если их привязать за самый последний конец, можно даже не перевязывать, там перевязать, если кожа потрется, ничего страшного, то что все мы отрежем. И у нас за лето вырастет новые, как говорится, веточки. И все они будут уже направлены по тем направлениям, которым нам нужно. Даже, в принципе, если вот эта косая почка даст вот отсюда, она даст ветку сюда. Мы ее можем всегда подправить и полностью выставить 4 ветки, как нам надо, под нужным нам углом. Потому что если мы положим ее слишком низко, то она уже сок пойдет не так, как нужно, и уже не будет развиваться. Поэтому берем их, вот так вот раскладываем. Ну, следующее у нас тоже, можно сказать, длинная, высокая, поэтому делаем точно так же, как и с другими.
делаем, смотрим, где у нее заканчивается 60 сантиметров. Вот здесь почечка есть. Она смотрит у нас хорошо. Вот на меня хорошо почечка смотрит. Здесь почечки нету. И давайте смотреть, что мы будем делать. Вот внизу почек уже нету. Но как бы есть очень низко, но низко мы ослепим. Низко нам, вон их очень много проснулось. Все они нам не нужны. Поэтому все мы их ослепляем. Все, что ниже штампа идет, все нам не нужно. Первая почка, которая есть, это... Ну, вот здесь как бы... Нет, здесь ее отбили. Вот она вот здесь вот, на камере не видно будет. Вот одна, вот вторая. Здесь я смотрю, почек нету. Как бы либо они еще не проснулись. И получается у нас... Где у нас вот 60 и где-то 90. Отрежем вот по эту почечку. Тоже так же берем и под небольшим уголком обрезаем. Держим веточки, чтобы они у нас не рвали кожу. Ну вот примерно так мы обрезаем черешню. Дальше, соответственно, кому нужно чашевидный, тот будет чашу распускать. Кому чаша не нужна, вот от этой почки пойдет ствол вверх. Он здесь потом зарастет. Тот их, можно сказать, пустит уже как дерево. Это все кому удобно. Если вы все-таки сразу же уже решили, что будете делать его все-таки как дерево, то можно, конечно, не на 90 обрезать, а где-нибудь там на 130 сантиметров обрезать, как бы, тоже будет, в принципе, нормально. Оно пойдет дальше. Но обязательно все равно где-то 30% то, что у вас есть, как бы, нужно обрезать, потому что корни должны давать сейчас корни, ведь не как большое количество ботвы, а как должна корневая система развиваться. Просто это, к сожалению, это практически, не то что практически, а со всеми растениями так надо делать. После повреждения корней им нужно нарастить опять корни, чтобы могли они питаться именно от листьев. Ну вот такой небольшой ролик я вам показал, как постригать черешню. Все, ребят, всем спасибо, всем пока, до новых встреч. С вами был Михаил.